Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня будет у нас по плану инсектоиды. Ну, по крайней мере, это я так планирую, а как рандом запланирует, это уже как бы второстепенный вопрос. Я бы даже сказал, это не второстепенный вопрос, это первостепенная важность. Короче, посмотрим, как мне будут приходить инсектоиды. Но в целом, говорить откровенно, я очень хочу попробовать, вот, знаете, топорно пойти в инсектоида. Тут есть чернокнижник орк, он мне понадобится. Тут есть провидец, он мне тоже понадобится. Но я сыграю на инсектоида так, как меня просили в комментариях. То есть через орка-жреца, через цветы. Ну и в принципе все. В принципе, все. Со старта буду играть на том, что будет приходить. Там через охотников в идеале, конечно, стартануть. Хотя на самом деле, ну, такой 50 на 50. В идеале, конечно, через гоблинов мехов. И чтобы гоблины мехи нормально приходили. Вот тогда можно действительно здесь будет шикарно стартануть. Попробуем, посмотрим. Ну и, соответственно, я скажу свое такое мнение. Я думаю, многие со мной сойдутся в нем, потому что, когда играете через инсектоидов, это такая рандомная помойка, что просто диву даешься. Вот, честное слово, не знаю, может, я такой придирчивый, может, это в действительности так оно и есть, но я дико не люблю инсектоидов. Чисто из-за их лютого рандома. Вот. Ого. А так можно было? Блин, я хочу взять 2 инчи. Во-первых, это деньги. Во-вторых, возьму клинок минус 6. Минус 6 брони. В общем, это деньги. Плюс, если инчу апнуть в двойку, она делает неплохо старт. Если в тройку апнуть, то вообще замечательно. На самом деле, можно было бы попробовать через лон-друида еще сыграть. Собрать лон-друида в троечку. И будет прям то, что доктор прописал. Ну, тоже лон-друида в двойку собрать, это еще тот квест. Еще тот квест, хотя на самом деле кто-то писал, что если ты собираешь инсектоидов через лон-друида, собираешь инсектоидов через рок войны, ну, рок войны я возьму. Короче, либо же возьму лон-друида и буду через него играть. То есть я его соберу в тройку, буду закидывать его суммон предметы, потому что как-никак суммон там довольно-таки приятный. Он приятный на тычку, он приятный на урон, и он как танк, грубо говоря. Плюс я закину ему сердце насекомого, и я думаю, будет все отлично. При том, что у меня он станет самой дорогой фигурой, то есть когда я соберу лон-друида в тройку, то он у меня станет самой дорогой фигурой. То есть он у меня будет 7 монет стоит на продажу, если не ошибаюсь. И, соответственно, от этого будут все мои инсектоиды отталкиваться, если, естественно, он будет выживать. Ну, это как я правильно понимаю. Хочу, конечно, еще 2 орка-жреца. Ну, я много, на самом деле, кого хочу, а вот, конечно, что будет приходить, это уже... Думаю, сами прекрасно понимаете. Я возьму уровень, чтобы мне фиолетовая фигура пораньше пришла, какой-никакой, но фантомный шанс 2% у меня будет. Фантомный шанс 2% у меня будет. И теперь я вернусь к той мысли, о которой говорил, что инсектоиды для меня это лютая помойка, которая максимально рандомная, она даже хуже, чем шаманы, по той лишь причине, что если вам будут падать какие-то скорпионы из всего стада инсектоидов, то это жестко. Это жестко, потому что когда я играл на инсектоидах, то и я думаю, вы все сейчас увидите даже по этой катке. Вот я топорно иду сейчас в инсектоидов, собираю то, как хочу стартануть, а там уже буду как бы отталкиваться от того, что есть. Но я более чем уверен, что вы убедитесь вместе со мной, что это просто помойная синергия, которая рандомная настолько, что лучше играть на шаманах через волшебников, и то это будет намного стабильнее, нежели игра через инсектоидов. Я возьму Леона. Может, у меня получится его в тройку собрать. А раз если у меня получится его в тройку собрать, то, естественно, я смогу его что? Поставить к инсектоидам, и это как-никак будет хоть какая-то мана. Но, кстати, да, я наверное, по-другому сейчас сделаю. А знаете, почему я так сейчас сделал? У меня же есть рок войны. Я этот рок войны поставлю сейчас в этого коня. 2 человека играют на лустрике. Даже 3 человека играют на лустрике. Для меня это, конечно, хорошо. Мне на самом деле лучше всего как можно быстрее сэкономить побольше хп, побыстрее выйти в 50 монет, получить в табло от БХ, который сейчас тэпнулся прям к моей Миране, и в Мирану еще и закастовал свой сюрикен. Ну да, 2 сюрикена, короче. Он еще и убил мне Инчу. Но на самом деле это и хорошо, что он мне убил Инчу, потому что если бы она кастанула свой хил, вот этот дурень с пеньками мне бы сейчас так напенячил.
полный рот. Кстати, если что, почему я сейчас так негативно еще настроен к инсектоидам, это моя, наверное, пятая игра. Пятая попытка записать инсектоидов. И, честно, прогноз неутешительный. Если кому-то интересно, сейчас скажу статистику за эти 5 игр. Не, ну за 4 игры. Это пятая, сейчас за 4 игры скажу. Вот 4 игры. Топ-3, топ-6, топ-8. Все. Почему я так дико горю? Это потому что лютый рандом фигур, который может переродиться из, вот, ну, из того, что есть в целом инсектоиде. То есть вы закидываете... Вот кто думает, что если будут появляться инсектоиды, которые находятся у вас на столе, ребят, нет. Вы дико ошибаетесь. Вот есть полный набор инсектоидов, да, вот сколько там, 7 фигур вы сделаете, да, с помощью там сердец. И вы такие думаете, но все, что будет у меня на столе, то, соответственно, будет у меня и перерождаться. А хренушки вам, не будет вам такого перерождаться то, что у вас на столе. Не будет. Муэрто. Не будет. Вам будет перерождаться только те фигуры, которые есть в самой синергии инсектоиды, плюс тех, кого вы докинете. То есть это тому, кому вы дадите сердца насекомого, мать насекомого. Давайте, ну, мать насекомого. Как назвать это сердце? Сердце... Ну, короче, не знаю. Давайте вы в комментариях придумайте, как назвать это сердце еще попроще, потому что называть его мать насекомое как-то не то. Поэтому вам обмозговать этот вопрос сейчас и написать в комментарии, как называть это сердце. Сердце мать насекомое. Вот как этот предмет назвать коротко и чтобы было понятно. Ну и, соответственно, это было забавно и интересно. Так вот, за эти 4 игры, ну, вот это пятая игра, за эти 4 игры мне так глаз на жопу натянули, что это просто, ну, невыносимо. Вот честное слово, меня так еще в жизни не пинали, как пинали вот через этих инсектоидов. Если вам они идут, то значит они идут, и можно спокойно играть реально на инсектоидах, когда они реально идут. Но если они не идут, и топорно, как я пытаюсь играть через них, то прогноз будет неутешительным. Кстати, может продать эту панду или продать этого трента? Я, наверное, трента продам. Выйду в 20 монет как можно быстрее. И будет все замечательно. И жизнь удалась. Ну, кстати, друидов уже понаходили. Звери по-любому здесь вижу будут. Но я вряд ли зверей смогу перебить, если они будут через сумоны. Если не через... Не, ну даже если через МК будет, это тоже очень плохо для меня. Это реально будет плохо для меня. Воины, скорее всего, еще будут, но... Воинов я опасаюсь 50 на 50. Не то, чтобы они такие жесткие, но и не сказать, что не слабые. Если там Вайпер хорошо соберется, то, скорее всего, меня Вайпер просто, ну, так прочистит мою трубу насквозь. Что там болтов на 28 не будет хватать, там надо будет парочку как минимум. Ну, это уже такое. Это уже такое. Вот. Кстати, сегодня ролик, если что, выходит с задержкой. Выходит он по той лишь причине, что я после вчерашнего стрима отдыхаю. Может, мне что-то панда хотя бы принесет там. Ну, кроме разбитого моего лица, может, что-то пандочка хорошее принесет наконец-таки, а? Боги чернокнижники собираются. Вот еще одна синергия, боги чернокнижки. Боже, зачем на ней играть? Я еще, знаете, в голове держу псевдо-шанс о том, что мне реально что-то эта панда принесет. Вот есть у меня такой псевдо-шанс. Но посмотрим. Посмотрим. Хотелось бы мне, конечно, чтобы мне пораньше пришел орк-жрец. Пораньше пришли все инцы. Не, ну может быть, я ну, не знаю. Вот давайте так. Я обращаюсь сейчас к вам, а вы мне ответите на этот вопрос. Сейчас, конечно, шмотку выберу, а потом задам вам вопрос. И разоры, кстати, пикну. Хотя, может, разоры и пикать не буду. И, может быть, я через волшебников-магов еще сыграю тут. Хотя... Ну, баня, короче, играем через инсектоида. Так. Наверное, как-то так сделаю расстановку. Можно и Иду взять. Или продать 2 скорпионов. Не, я, наверное, скорпионов продавать не буду. Острые наручи мне не нужны.
О, ну вот, кстати, это хороший предмет. Так как у меня сейчас есть охотники, у меня этот предмет мне понадобится. Этот предмет довольно-таки хорош. Он мне только плюсы сейчас делает. Пока что. Естественно. Мирана, как всегда, кастует идеально свои станы, но она кастует самую дальнюю фигуру, поэтому я как-то даже не удивлен на это. Знаете, что самое больше всего, что мне не нравится в Миране? Если будет там стоять змейка, вот, допустим, там вдалеке засумонилась змейка, то все. Он эту змейку будет пытаться... Мирана будет эту змейку расстреливать своими стрелами только в путь. А это на самом деле такой лютый кринж. Почему? Потому что, когда она начнет расстреливать своими стрелами самую дальнюю фигуру, а в данном случае это змейка, у нее 80% магического сопротивления. Урон минимальный, импакт минимальный от этой стрелы, и делай, что хочешь. Я, кстати, на 8 уровне буду ролиться. Раньше я не буду ролиться, поэтому у меня сейчас 89 хп, 44 монеты, и я на самом деле хочу сказать, что это обалденный результат. Вот это классный результат. Я думал, что будет хуже сейчас по хпшке, но это реально классный результат. Вот сейчас Мирана кастует свою стрелу как надо. Просто в снайпера, просто в керри позицию. Отлично и замечательно. Сейчас снайпер сдохнет, он будет кастовать в охотника зверя. Так что это класс. Вот смотрите. Чпуньк. Много урона наносит, много. Вот это мне нравится. Я бы еще, конечно, хотел винстрик ему сбить. У него 7 винстрик. Я бы хотел этот сбить, винстрик. Но если быть откровенно честным, я ему не собью винстрик. У меня довольно слабый стол, поэтому единственное, что я смогу сбить, это свою нервную систему. Я, кстати, продать инчу может, а? Может продать инчу и максимально быстро выходить в уровень дальше. Или оставить пока что. Я просто могу поставить 2 скорпионов. Пум-пум-пум. Обалдеть, у меня 5 винстрик. Так мне его сейчас собьют. У чувака ник прикольный. Tell my mom. Расскажи моей маме. Что именно рассказать? О, началось! Помните, я говорил за импакт Мирана? Просто обратите свое внимание, куда она сейчас кастует свою стрелу. Это не Мирана, а ну просто, ну как у меня культурных слов не хватает, чтобы ну вот выразить все свое недовольство по поводу этой Мираны. Бесит. Но на самом деле это хорошо, что я свой винстрик отдал именно ему, а не чуваку в топ-1. Потому что если бы у чувака в топ-1 я ему отдал бы еще свой винстрик, у него было бы еще плюс 5 монет, он бы еще больше вырос, и еще он бы такой огромный выкатился в лете, что, не знаю, я бы ничего не смог ему предоставить, ничего не смог ему сделать. Зато он бы мне нормально так накидал бы. Да, 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 да. Кстати, если что, если я буду сегодня себя довольно-таки плохо чувствовать, потому что это какая? Пятая. Да, это 5-я попытка записать ролик. Я сделаю перерыв после этого ролика. И завтра, возможно, я выпущу вырезку со стрима. Но это не факт. Не факт, потому что я буду смотреть на свое самочувствие вечером. Я сейчас хочу записать контент, который не выпустил вовремя сегодня. Соответственно, упала змейка. Соответственно, выпущу этот ролик. Если, конечно, получится у меня сейчас сыграть на инсектоидах. Дико извиняюсь, что сейчас я так в мысли застопорился. Я хочу немного сосредоточиться и понять, как мне лучше все сделать. Панда вообще за 15 раундов ничего не принесла. Да, полезная панда. Это я до сих пор вспоминаю. Мне приходит луна за 1 монетку, а моему противнику приходит темпларка. И это все на 5-м или 6-м раунде. У меня тогда такой лютый кринж был в голове. Я думал, что мою... Как это культурно сказать? Короче, моя 5-я точка, я думал, что такую атомную станцию сделает, что можно было бы отопить несколько стран мира. Причем самых больших стран мира. Да,
Конечно, пока что приходит мне, ну, так себе. Давай. У меня всего лишь 2 скорпиона и 1 змейка на 16 раунде. У меня вспоминается мой вчерашний стрим. Я, кстати, панду эту продам. Я даже, может, инчу продам. Или пока оставлю. Да, наверное, пока оставлю. Вспоминаю вчерашний свой стрим, где мне Джаггернаут пришел на 20 раунде в одну. Один Джаггернаут пришел на 20 раунде. Это такой, ну, прям шедевр. Это шедевр искусства был. Джаггернаут прийти на 20 раунде. Мечтал об этом. Слышь? Алло! Хайтоп. Год хайтоп. Я играю на инсектоидов. Ты не имеешь права играть на инсектоидов. Все, я играю на инсектоидов. Свалил отсюда. Это моя корова, и я ее даю. Капец, ему еще пришло как надо. Смотрите, у него 2 орка-жреца, 2 королевы пауков. Нормально так. Он меня еще и душанет сейчас, да? Кто бы сомневался. Да. Ну ладно. Хорошо, что он мне дал минус 11, а не больше. Цветка. О, кстати, я за цветку вообще забыл. Я уже думал топор найти в этих. В инсектоидов именно через них играть. А не через кого-то другого. Но сейчас вспомнил о том, что мне же еще эта цвета нужна. У него хорошие там инсектоиды. Смотрите, там просто 2 орка-жреца. Можешь попробовать сердце инсектоидов найти, потому что чувствует мое сердечко в 5-й точке. Но только не топчик. Он же сейчас мне так кабинет снесет. Кстати, знаете, что я сейчас только осознал? Я перекинул свой урок войны в змейку. Ну, успел это сделать. Так как у меня мой рок войны не там, где надо, находился. Минус 3. Ладно, это еще по-божески, минус 13. Хотя, на самом деле, это ничего не по-божески, это жестко. Что? Провидец? Ого! Ого! Такое нам надо. Такое нам надо. Так, 2 змейки ставим. У меня 2 скорпиона, 2 змейки. Отлично. О, орк-жрец, отлично. Так, мне надо... Что мне надо? Что мне надо? Что мне надо? Переролить шмотку, да? Какую? Ну, я, наверное... Ну, так, арканцы, наверное, свапну. Или не свапать арканцы. Не, ну, наверное, ману я все-таки оставлю. Можно 20 раунда терпеть. На стол ничего особо выставить не смог, но хотя бы как-то так сделал. Я не ожидал, что ко мне провидец придет. Это шок-контент. Шок-контент. Так, а знаете, какая у меня идея есть? Выпадает мать насекомая, предмет 3-го тира, я закидываю его в провидца. И если бог рандома ко мне снизойдет, то, соответственно, что я смогу сделать? Правильно. Сейчас за инками инчу я смогу. Лондруид. Инча. Хочется, но не хочется. Короче, так скипну. О! Чтоб мне всегда так рандом позволял. Так, одно сердце у меня есть, я хочу еще одно. Мне нужно 2 сердца. Одно сердце для провидца и одно сердце для орка-жреца. Вы прикиньте, если провидец будет появляться в тройку, это ж как будет мощно. Это обалдеть как мощно будет. Знаете, в чем прикол? А провидец-то у меня появляться такой не будет. Я только сейчас понял, что провидец у меня не будет появляться так. Есть АМ еще. Я АМа не буду брать. Так, цветка есть, отлично. Скорпион это хорошо. Если объективно судить, то Скорпион это хорошо. Как бы поступить? Я, наверное, сейчас апну этого Скорпиона, наверное, апну. Да, я, наверное, апну Скорпиона. У меня есть 2 змейки. Как-то так поступим.
Я думаю, так не ошибка будет сделать. Сейчас мы, конечно, это проверим. Как там говорится, я Конор. Я Конор, и сейчас мы будем это проверять. Но на самом деле у меня 30 хп. 30 хп, и, скорее всего, все будет очень плохо. Так, давай еще одно сердце. Еще одно сердечко. Вот это отлично. У меня теперь 4 инсектоида. Довольно-таки хороших 4 инсектоида. Конечно, я бы орка-жреца хотел, чтобы он в двойку был сейчас. Будет орк-жрец в двойку. Цветка пришла, отлично. Будет орк-жрец в двойку, то от его стоимости будет отталкиваться перерождение. Сейчас отталкиваться от Скорпиона за 5 монет и за провидца за 5 моментов, говорю. За 5 моментов. Какой момент? Монет. За 5 монет. Саня, за 5 монет, говорю. За 5 монет. Отталкиваться за 5 монет. От Скорпиона и от провидца. Молодец. Все, красава, Саня, красава. Справился с этой сложной задачей выговорить эту фразу. Эту фразу. Мне не нравится, что там есть еще один инсектоид. Вот, не нравится. Кстати, если провидец придет в двойку, то это будет замечательно. Приходит, вот, 2 провидца спавнулось. А почему провидец у меня в единицу появился? Почему не в двойку? Спасибо, конечно, что провидец появился, но провидец сейчас что-то ничего не кастует, от слова совсем. Вот змейка в 3 звезды, это класс. Какой-то провидец мусорный, то ли что. Что это было? Почему так плохо? Меня чел на багах чернокнижников вынес. Капец, у меня 20 хп осталось. Я, скорее всего, сейчас полностью сролюсь, иначе меня вынесут. Так, все, поехали. Да какие... Ну давай, орк-жрец. Цветка, хорошо. Яйцо, отлично. Провидец теперь нужен. Провидец. Цветка. Тут. Отлично. Отлично. Все, играем пока что 2 цвет. Так, Скорпиона ставим. Мне, по сути, этот паук не нужен, но пока что оставлю на всякий случай. Кстати, а напишите мне в комментариях, а дубликат цвета... Вот, смотрите, вы ставите 2 цвета, появляется дубликат. С этого дубликата может вылезть инсектоид или нет? Напишите в комментариях. Я не помню просто, может или нет. Я сейчас понаблюдаю, конечно, но мне кажется, нет. Это было бы слишком сильно. Яйцо, кстати, юзну лучше в этого орка-жреца. Я думаю, по понятным причинам, почему я юзнул сейчас яйцо орка-жреца. От этого орка-жреца сейчас будет отталкиваться все. Он 6 монет стоит на продажу, соответственно, есть шанс, что будет плюс 2, либо плюс 1 от его стоимости продажи. Вот как раз и посмотрим, насколько это импактово. Предметы, конечно, так себе называется. Как-то так сделаю сейчас расстановку и... Не, ну ману я тебе оставлю, наверное, плюс 40. Пока что посмотрим. Жалко, конечно, что мне... Или не жалко, что мне провидец упал. Или не жалко, что мне провидец упал. Кстати, кто не знает, королеву пауков понерфили, исправили. Раньше, когда в инсектоидами играешь и появляется королева пауков, у нее есть мана. А в данном случае маны нет сейчас. Вот кто-то заметил. 12. Какие там звери. Честно, у меня ситуация максимально отвратная. У меня осталось 12 хп, куча народу, только 23 раунд. До 25 раунда мы вряд ли дотянем. Только если, дай боже, мне сейчас провидец в двойку придет. Вот дай бог придет провидец в двойку. Придет провидец в двойку, то игра заиграет иными красками. Охотники же, бог-орк, ой. Бог-орк это проблема.
Меня будет душить этот бог-орк. Вот на самом деле, лучше бы вместо провидца мне упал орк-чернокнижник. Ну, легендарка, пятерочка. Он был бы намного эффективнее. От него пользы было бы в несколько раз больше. Мне нравится, мне что там еще один человек играет через инсектоидов. Он тырит моих инсектоидов, и мне оно не приходит. Еще и бог орк есть, который тоже тырит. Так, Скорпион 1 в тройку появился, вижу. О, провидец в тройку, отлично! И Джаггер еще и свалил оттуда. Не, ну когда так появляется, это отлично. Это шикарно. Вы гляньте, сколько он наспамил. Бэм. Минус 34. Не, когда так происходит, это жестко, это круто. Блин, жалко он не в двойку. Если бы у меня провидец был в двойку, то мне бы чаще трехзвездочные фигуры появлялись. Хотя у меня сейчас есть... Ну, короче, главное, чтобы выживал сейчас орк-жрец. Будет выживать орк-жрец, то, соответственно, у меня будут появляться трехзвездочные фигуры. Не, ну провидец меня сейчас порадовал. Честно, я не ожидал такого результата, что провидец меня настолько порадует. Провидец это инвокер, вдруг кто не знает. Он меня порадовал. Очень порадовал. У него, кстати, даже без богов довольно-таки маленькая КД на способности, как я понял. Единственное, что вот эти ветра, они иногда так руинят игру. Кстати, знаете, что я понял? Что предмет 4-го тира, доспех экзорцизма, мне зайдет. Я, кстати, сейчас зеркало, шар бездны взял, а не зеркало, потому что там есть бог полуорк. Он будет опасен для меня. Цветка. Блин, мне бы еще одну цветку. Ой-ой-ой, яичко. Яичко это хорошо. У всех так мало хп. Вот это на самом деле игра очень быстро проходит. Так, давай. Не очень предметы упали. Надо рандомить. Надо рандомить. Честно, я ожидал всего чего угодно, что мне сейчас придет с рандом сундука. А мне пришло то, что, по сути, полезно. Может, мне сейчас еще и Некромикон упадет, или это я уже слишком много хочу? Мне кажется, что я слишком много хочу, чтобы мне еще и Некромикон сверху упал. Рефрешер, Некромикон. Играть через этого орка-жреца даже без богов, это будет четко. Вот видите, почему я еще взял шат бездны? Мне бы Эгида сейчас вынесла весь стол. Я его заспал. О, пока! Не пока, ладно, минус 26. Я думал, минус 30 несу. Ну, я так хотел, чтобы это произошло, но этого не произошло. Обидно. Знаете, что сейчас... У этого Гоат орк-жрец с доспехом экзорцизма. Доспех экзорцизма, что под зверей, что под инсектоидов, полезный предмет. Во-первых, он дает мана-реген, во-вторых, он раз в 15 секунд хилит и скидывает дебафы, а это как раз зверям зачастую не хватает. Особенно, когда есть боги-полуорки, которые имеют тонну контроля, катаясь по вашему лицу. Ну, по моему тоже, естественно. И доспех экзорцизма не будет ошибкой, так как он дает мана-реген. И мана-реген он не дает там 2 единицы, там дает приличное количество маны раз в секунду. Грубо говоря, у вас есть ЦМ-ка, но только в виде предмета, который хилит, который скидывает дебафы. И серьезно, это полезный предмет. Поэтому, если вы вдруг играете через зверей суммона, либо же вы играете через инсектоидов, я думаю, этот предмет нужно оставить. Вот видите, какой КД способности у инвокера? 15, 12, 9 секунд было. Так, против инсектоидов там какой-то будет ярость земли. Ой-ой-ой-ой. Инсектоид Кира.
Ой, он еще... Ну, сейчас посмотрим, кто кого. Интересно, кто кого сейчас реально? Баталия грязной игры. Несите дихлофос. А прикиньте, был бы предмет дихлофос. Мне повезло пока больше, чем ему. У меня упал орк-жрец в тройку. У меня упала змейка в тройку. Пока мне везет лут больше, как бы. Ну, не хочу сглазить, но пока везет. О, засумонил еще. Конечно, то, что называется засумонил паучиху, это так себе. Так, пока. Пока. -1. Цветка. Зевс. Я Зевса возьму. Мне кажется, Зевс будет намного импактнее. Вот у меня есть реальное подозрение, что Зевс будет намного импактнее. Остался зверь. Ну, у меня, скорее всего, зверь вынесет. Вот есть такое жесткое ощущение, что сейчас зверь мне по лицу говорю, по лицу прокатится, будь здоров. Не знаю, я хочу и змейку апнуть, и скорпиона мне надо апнуть, чтобы было 2 двойки, чтобы появились дубликаты, но, скорее всего, у меня не получится это сделать. Так, Некра. Некра, либо экзорцизм. А кому мне рефрешер? О, Зевс двойку появился. Один Зевс появился. И орк-жрец. Жалко, у меня этих орков-жрецов всего лишь один. Так. Отлично. Отлично. Так, остался бог-орк. Вот сейчас, короче, мы и посмотрим, кто кого. Ну чё, готов? Сейчас я тебе 5-ю точку надеру, молодой. Сейчас я тебе 5-ю точку надеру. Ох, не на того ты нарвался, Хантер. Вот если сейчас у меня появится Зевс в тройку, парочку Зевсов в тройку, какой же это будет контентище? Какой это будет разрыв? Ух. Не, ну, я думаю, если бы у меня были все в двойке и куча дубликатов от цвет, было бы намного жестче. Но спасибо хотя бы, что это есть. Ну, давай, давай, давай! Ну что, готов? Молодой. Сейчас я тебе расскажу, что почем. А. Не, ну орк-жрец в тройку появился. Я рассказал. Рассказал. Джаггер в двойку с посохом, с маской раскрутил всю мою вот эту вот диклофосную тему. Это жестко. Ну, это жестко. Короче, ребят, я не знаю, что сказать вам по инсектоидам, но эта катка мне понравилась. Но какой лютый рандом. Мне повезло, что там зверь не на сумонах. Был бы зверь на сумонах, я бы более чем уверен, что он бы меня там просто так бы взял и за щечки потелипал. Ну, давайте так. Суд предоставляю вам. Ваше мнение, соответственно, напишите в комментариях по поводу сборки инсектоидов, плюсы, минусы. Но скажу так, были бы у меня все, абсолютно все единицы боевые мои в двоечку, то мой стол был бы намного ярче, намного сильнее. Было бы у меня 2 орка-жреца, было бы у меня 2 скорпиона, было бы у меня, ладно, легендарка одна в двойку. И желательно это был бы орк-чернокнижник. Возможно, я бы тащил здесь «Будь здоров». Возможно. Но я думаю, да, тогда бы я тащил. Тогда бы у меня была куча дубликатов и тому подобное. В общем, какие вопросы я вам задал по игре? Как назвать сердце мать насекомое? Коротко, чтобы это было понятно, что это инсектоиды. И довольно-таки интересно. Это первое. Второе, что думаете по поводу в целом синергии инсектоидов? И третье. А третьего и нет, по-моему. Ну, нет так нет. Понравился ролик? Не забудьте оставить свой лайк, не забудьте оставить свой комментарий, а также подписаться на мой YouTube канал, а также есть еще телеграм канал, он закреплен в комментариях. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!